Ждал 2 года скидку, чтобы купить шутер за 100 рублей. И я вам скажу, Crime Boss Rocky City своих 100 рублей стоит. Но это по скидке в 90%. Покупать ее за полную стоимость, а еще и отдельные DLC вообще не рекомендую. Игра получилась настолько пресной, настолько мертвой, собрав в себя всю трешатину из боевичков. Но это выглядит не как такой, знаете, задорный трэш-боевичок. Типа под пивасик вечерком в компании можно посмотреть или поиграть. Тут все-таки больше подойдет название кринжовый трэш-боевичок, где попытка собрать именитых актеров и за счет этого вывести полностью провалилась. Это вообще никак не поспособствовало успеху. Игра сама по себе сделана на коленке, и это даже еще громко сказано. Такое ощущение постоянное, что я зашел в кастомку и прыгаю по разным комнатам, чтобы немножко поиграть. Игра по сути не цельная, она разбита на куски. Мы играем за персонажа, подарившего внешность и голос Майкла Мэдсона. Нам даются участки территорий, которыми владеют те или иные банды. Можем посмотреть, у кого с кем перемирие. Могут заключить с нами перемирие. Если начнем активно так захватывать их территории. Сколько солдат, сколько приносит денег, но это не так важно. Я бы даже сказал, совсем не важно. Наша задача просто за сутки успеть пару раз напасть на территорию и ее захватить. 1-2 раза ограбить магазин или банк, прокачать уровень боссу, то есть себе, и прокачать уровень своим помощникам. А также покупать оружие и выполнять кое-какие мелкие задачи. Ах, ну да. И еще следить за курсом черного рынка. Ну, это, конечно, громко сказано. Просто каждые сутки смотреть на цену. Когда красная цена, не продаем. Когда зеленая, продаем. А-ля менеджмент от телеграм-аналитиков. И все. Пропускаем день и начинаем, Миша, по новой. Дефаемся, нападаем в ответ, грабим склад или банк, начинаем следующий день. Каждый переход к диалогу — это лютая боль. То, что написал сценарист, и то, как озвучили актеры, при всем уважении, но это лютый кал. Мои предположения, что 98% бюджета игры ушли в карманы Чаку Норрису, Майклу Мэдсону, Ким Бейсингер и другим, а остальные 2% вложили в сюжетную составляющую. Какой-то геймплей украден, вы сами знаете откуда, допустим, из Payday. Кстати, единственный плюс данной игры, что мне захотелось вернуться в Payday. Наверное, так и сделаю. Зомби-режимы и просто захваты территорий. Все как и раньше, абсолютно ничего уникального, кроме актеров. И еще одной мелкой уникальности. За это респект, хоть какой-то хардкор. Если убивает нашего босса, за кого мы играем, игра прекращается. Поэтому иногда можно отправлять наших напарников. Если они погибнут, ничего страшного. Правда, придется нанимать новых. Было бы прикольно увидеть какую-либо отсылку на именитые фильмы, с похорон или еще чем-то таким. Но нет. Просто умер и отметка, что его нет. Но и погибнуть в этой игре тяжело. Если дело запахло жареным, бежим к тачке и прекращаем задание. Да, оно проваливается, но зато мы живы. Кстати, я проводил задание, где нужно было подкинуть жучки в банк. И на следующий день снова было похожее задание, но локация была уже другой. Видите, есть присутствие какого-то хардкора, или даже сказать рандома, но оно очень быстро рассеивается, когда посмотрим на искусственный интеллект болванчиков. Играть по стелсу, я, наверное, более поломанную систему больше нигде и не видел. Ладно, шучу, видел, но это тема для отдельного ролика. Попасться по стелсу здесь невозможно. Кирпич обыкновенный — это просто имба. Мощнее всех оружий. Отметили врага, отметка держится постоянно, это по сути легальная ВХ. И простым закидыванием кирпичей можем врага увести куда угодно. Знаете, когда котенок бежит за маленькой игрушечкой, вот то же самое. Ну и это еще не самое имбовое. Для того, чтобы враг тебя заметил прям впритык, нужно, чтобы прошло более 3 секунд. За это время ты абсолютно всегда успеваешь добежать и вырубить врага. Настолько слепые. Мои рекомендации — сходить к окулисту. Бесконечные стяжки. Ты можешь всех врагов на локации перевязать. В принципе, как я и сделал. Из-за чего снова можешь, геймплей просто отупляется. Становится скучно и неинтересно. Не создаются какие-то новые комбинации, стратегии и так далее. Самое смешное, что ты их вырубаешь, они сначала стоят, потом садятся на колени, ты их связываешь и все. Они становятся как амебой. Было бы прикольно, если бы враги могли бы помочь друг другу. К примеру, если посадил рядом 2 типов, чтобы попытались как-то освободиться. Да или просто хотя бы крикнуть. Типа, ребята, тут какой-то хер на нас напал. Но нет, я прям из-под носа слепых врагов вывожу в трезвом состоянии врага. В принципе, рекомендация сходить к окулисту подтвердилась. Локации. Абсолютно непримечательные. Не в том смысле, в котором вы подумали. Это тоже так. Но
Их будто бы пару штук на всю игру. Ладно, я утрирую, чуть больше, но сам факт того, что чаще всего мы будем бегать по одной и той же локации. Будет просто меняться наше местоположение. Иногда добавляется какой-то декор, но не более. Поэтому, поиграв буквально часиков 5, ты запоминаешь большую их часть и уже бегаешь как у себя дома. Как оказывается, все еще хуже, чем я изначально думал. Ведь игра пытается показать, что локации хоть и похожи, но они другие. Бэкграунд, название склада, хотя они практически один в один. На локациях нет вообще никаких механик, кроме взрывающихся бочек и камер с врагами. Все, просто пустая локация. И враги ходят по одному и тому же маршруту. Я на серьезных щах сейчас сижу и думаю, о чем бы вам еще таком, ребятки, рассказать. Игра действительно очень короткая, не только в сюжетном плане, но и по геймплею. Очень однообразна и примитивна. Можем поговорить, допустим, насчет пошлятины, так как эта тема здесь часто поднимается. Мы видим какие-то там пиксельные жопы. И даже когда получаем уровень. Он сделан в стиле журнальчиков. Скины на оружие преподносятся как труселя на женской прекрасной части. Вот за это можно накинуть 1 балл. Потому что необычно. Но вся тема этой пошлятины как бы есть, но она не совсем раскрыта. Допустим, вот барышня танцует для парней из другой банды. Подбежав к ней, мы обнаружим, что она вся одета. В общем, игра хоть и об этом частично, но она боится поднимать темы котиков и сексуализации того времени. Онлайн. Вот здесь мы повеселимся. Да, мы можем поиграть в мультиплеер как с друзьями, так и с рандомами. На удивление, я очень быстро находил пати, и мы начинали игру. Даже в зомби-режиме. За пинг я молчу, чаще всего он выше 100, что, конечно же, создает дискомфорт. Суть онлайн простая, как и геймплей. Идем с людьми грабить банки. На полученные средства апаем себе навыки и покупаем оружие. Каждый уровень выбираем среди журналов, чего мы хотим. Апгрейд пушек или скинов. Ну и по сути все. Дальше можем, как и в Payday, идти выполнять контракты на более высоком уровне сложности, чтобы получать еще больше денег. Но и еще одно но. Очень много багов. Если появление ботов прямо на глазах это окей, можно с этим смириться. Хотя и странно, что полиция появляется из таких дырочек. Но вот почти каждую вторую игру, если мы подключаемся уже к сессии, где ребята вовсю воюют, произойдет обязательный баг с дверями или с полом. Выход я так и не нашел. Пришлось погибнуть. Типа, ребятки, баг, который руинит полностью онлайн-составляющую. Ах да, кстати, шаблонные русские террористы говорят на ломаном русском. Слышно, что их озвучивали американцы. И это звучало бы забавно, серьезно, если бы вся игра не была бы калом. Это была хуйня! Ты чего? Что, блядь? Hey, don't be stupid, Slick. Да что за хуйня? Мать честная, но ты покойник. А так, по итогу, что мы получаем? Непонятно, для кого разрабатывали Crime Boss Rocket City. Даже по названию звучит будто бы мобильная донатная помойка. Кто в это должен играть? На что они рассчитывали, просирая весь бюджет на, по сути, забавную, но бестолковую фишку игры? Актеры. И ладно, если бы этот актер был бы, то я бы оправдал весь бюджет. Но нет, их можно было бы добавить как DLC некое, а не строить весь проект вокруг Чака Норриса. Короче, не было бы так грустно, если бы не дорожная карта на весь 2025 год. Да, вот так вот. За лайки, дизлайки, подписку буду благодарен. С вами был Мистер Кабан. Встретимся!